посвятил. Джон давайте поприветствуем. Человек, который посвятил свою жизнь спорту, занимался профессионально вольной борьбой, легкой атлетикой и в данный момент является международным экспертом, консультирует спортсменов мирового уровня, олимпийских призеров, чемпионов и рассматривает такие вопросы, как тренировочные, различные тренировки различных типов, питание, сон и так далее. То, что нужно каждому спортсмену, вне зависимости от специализации, будь то тяжелая атлетика, гимнастика или дзюдо. Да, я думаю, что мы сегодня много полезного и исчерпывающего услышим. Вот, передаю слово Джону. Спасибо. Okay. Thank you for having me here, and my wife Olga is going to translate. And you can practice your English. Okay. We have programs all over the world now. We have programs in, you can tell some of the countries. У нас есть программы, проводим программы по всему миру. Это такие страны, как Япония, Австрия, Румыния, Бразилия, Соединенные Штаты, на Тайване тоже наша программа идет. И в очень многих штатах она принята. Джон работает с спортсменами, которые, у нас уже NBA, да, NHL, это национальная хоккейная лига, да, ну и так далее, со многими федерациями работает. And I've been working now in sport for 42 years. И уже 42 года работает в спорте. Начал с старших классов, да, даже, наверное, в средний класс, заниматься серьезным спортом, да, When I was your age, I was a runner. And those were my 1970, my high school, my times when I was a boy. 400 meters and 800 meters. And I ran for 27 years. Чуть не попал на Олимпийские игры в 80-м году, но они были бойкотированы. И получилось, да. Но все-таки он стал чемпионом мира с велосипедом в 95-м году в Шотландии. Most of those times are from meters or yards. So here's my best time that you can understand meters is I was making 3,000 meters under 8 minutes. 3 километра, 7 минут, 57 секунд. And I'm running in the morning every day on promenade here in Феодосия. И в Феодосии он тоже бегает по нашим с удовольствием. Собачками. And I have family history. I have family history in Crimea. И он хочет еще сказать, но это не относится к спорту, что с Крымом его связывает также история его семьи. My great uncle. Его пра-пра-пра-пра-прадядя, которого звали Самуэль Крэг, был приглашен укреплять российский флот в 1765 году. И он отличился в русско-турецкой войне. Вот, он принимал участие в Чеченском бою и был героем этого. Вы знаете, если кто-то был в галерее Азовского, там есть картина о Чеченской бухте. Вот там вот как раз был дядя из их клана Макгрегоров шотландского. Он участвовал в So I'm sure he was here before me. И я уверен, что он здесь тоже бывал в Феодосии. I studied in Europe. I studied sports science in Finland. Он изучал спортивные науки в Финляндии 3 года. Он много времени провел в лаборатории. Then went back to New York, to America to work. And Потом вернулся в Америку. they had just opened a 1980 Olympic Training Center in В Олимпийском Lake Placid. Lake Placid был открыт центр для спортсменов. Как раз тогда. И он начал работать тогда в 80-х the northernmost part of New York. Lake Placid, кто-нибудь слышал Олимпийские игры в Lake Placid? The Olympics were there 2 times. Они были там дважды, в 1932 году, 1932 and 1980. да, и 80-х. If you remember, 1980 was when American hockey team beat the Russian hockey team. Does anyone remember this? No? В 80-м году был один из редких случаев,
когда американская сборная по хоккею выиграла у российской сборной. У нас об этом почти никто не говорит, но любой американец, для них это прям легенда. Это у них называют чудо на сделку. Кому не скажешь, у них фильм про это есть, для них это прям такое событие грандиозное. Потому что у российской сборной хоккейной выиграть было очень сложно вообще всегда. We have 3 Olympic training centers. We have one in the east, it's in Lake Placid. Then we have one in Colorado and one in California. В Штатах 3 центра есть олимпийских: в Колорадо, в Калифорнии и вот в Лейк-Пласиде. So top Olympic athletes are there training, but also even young athletes like you are there training. Там тренируются For training camps. и молодые тоже спортсмены, которые не являются никакими резервами там или что-то. Туда наша сборная по гимнастике художественно приезжает тоже иногда тренироваться. So I was a scientist and I would do studies on athletes. We would measure different things in athletes, speed and power and reflexes, reaction, all those tests we could do to study athletes. I did 14,000 tests. Ученые делали, в том числе делали тесты брали просто спортсменов, делали тесты, чтобы понять, что же влияет на результат больше всего. And we did at the same, during those same years, we did all the education for athletes on training, recovery, diet, all those different things we could study to help athletes. And we did it for both Canada and the United States. И для Канады и США проводились эти исследования, направленные на то, чтобы улучшить питание, виды тренировок, усовершенствовать. I coached also my own athletes. I had 28 athletes make the Olympic teams. 28 спортсменов, которых он тренировал, были членами олимпийских сборных. And we had five got Olympic medals. 5 из них были призерами олимпийских игр. So we also work with the professional teams. Ну, как я уже говорила, национальная футбольная лига, национальная баскетбольная ассоциация и национальная хоккейная лига работает. And those are some of our countries now we work with. В этих странах это была Канада, Бразилия, Румыния, Финляндия, Япония, Пуэрто-Рико. Это не страна. When I was working in science, we were making programs for these sports. Да, и вот сколько видов спорта используют эти данные, которые когда получили в лабораториях. And those best results last year, the team we worked with won the championship in American football. Знаете, американский футбол же? And in hockey, the Capitals won the Stanley Cup, hockey championship. And you know who was this player? Да, и вот футбольная команда, с которой Джон работает, выиграл чемпионат. А это, знаете, кто? Овечкин. И команда Овечкина тоже не раз Джон делал там презентации волшебников. So now I'm going to make this talk about science and how you can use science to be a better athlete and get better results. And also you can use science for lots of other things. Сейчас все делается все результаты лучше достигать с помощью науки. И поэтому Джон хочет поделиться с вами вот этими научными данными, которые делают ваши возможности поднимать на новый уровень. And all this information comes from scientific research. Очень много исследований проводилось. When we look at top athletes and you wonder how those people get to the top, all of those people have a very high level of talent. Большинство людей, все люди, которые достигают вершин в спорте, у них, конечно же, есть талант. And there's even talent sitting here. There's no question. Конечно Talent же, here. есть тоже очень много таланта. So when you look at genetics, when you look at young people and you think, maybe I could be good at some sport, maybe I could be good at judo, maybe I could be a good runner or wrestler or any sport, a lot of it comes that you have some genetic possibilities. Все это гены, в основном талант, ген ответственны за наш талант. And when we started to look at where these talents come from, we actually even found very interesting things. We found that it comes, of course, from both mothers and fathers' genetics. Талант это может быть найден в генах мамы и отца. I can
Yeah, I can give some examples. Your endurance capacity, like Выносливость, it она, comes from your mother's genetics. это идет от мамы. Вот если мама выносливая у вас, значит и вы будете выносливым человеком. Your muscle type, if you have those muscles that are fast or muscles that are more like slow for endurance, that comes from both mothers and fathers. А мышцы, виды мышц, которые отвечают за разные способности в спорте, это и от отца, и от мамы. And movement patterns, like for speed, movement patterns, which would be very important in judo, a lot of it comes from the father's genetics. Что касается движения, то это больше как бы мужчина, отец, он передает эту информацию. And I can show something about that later. Дальше. Here's something that's even more interesting. This is interesting to parents. When they looked at the Human Genome Project, they found out that 1 out of 13 people don't just have some high, level of talent. 1 out of 13 people, which is about 8%, have some very, very high level of talent for anything. Каждый из 13 человек, если взять 13 человек, то один из них будет иметь какой-то сверхталант спортивный. So if you think that, as an example, if there was 100 kids here, 100 kids, or we were in a school and there was 100 kids, we know that at least 8 out of 100 could maybe be some amazing performer. Not just in sport, maybe in music and art, and even things that... 8 из 100 человек имеют необыкновенные, то есть это очень распространенная вещь, талант. 8 из 100 человек имеют какой-то сверхвыдающийся талант. And that's where every top athlete comes from. They come from that 8% population. Чтобы быть выдающимся спортсменом, нужно иметь этот талант. So, as an example, this is Olympic Championships, 100 meters, okay? And if you look here, this is a champion, Bolt. His winning time 9.63, and the last place guy only 9.98. Если посмотреть на стометровку, то мы заметим, что всего лишь 0,3 секунды отделяет победителя от того, кто занял. And all those guys are the same talent. Очень маленькая разница. They all come from 1% of the human talent population. Да, и все это очень талантливые люди. Но самые талантливые, они не только должны иметь ген таланта, но они должны, конечно, тренироваться. Here's some other examples. This was women's triathlon. They first swim and then cycle and then run, and that's how close the finish was after all those miles, all those kilometers. Да, триатлон, например, вот какая разница большая. This was the most gold medals ever won in Olympics. Michael Phelps, 8th gold medal, and he won by a fingernail. Here's the championship in rowing, 8/100ths of a second. 8 сотая секунды отделяет чемпиона от серебряного призера. And the downhill in skiing, top 10. Смотрите на лыжные гонки. So, gold, silver, bronze, 10th place. Секунды и 57/100ths of a second. Да, тысячные секунды отличают победителя от... So when you look at this, you think, okay, what's the difference? Why did these people win? And why did these people not win when it's that close? Если посмотреть на это, почему же один человек добился такого результата, а другой не смог? And those are the things that we study. И вот это как раз изучает наука, как быть первым в такой конкуренции. Gold and silver medal, 1/1000th of a second. Да, вот тут вообще тоже тысячная, 1/1000 секунды отделяет. Let me go back one slide. If you want to know the time differential between gold medal and 10th place, they say close your eyes and open them back up. That's about. Разница это просто морной глаз, вот такая разница между первым и 10-м местом. That's how much time. So anyway, what's the difference of all these people who win and those people who don't win?
or the people who are the best than the other people? В чем же разница между тем, кто победил и кто проиграл? В чем тут разница? Более ленивый, да, вот. The person who won was more industrious and the lazier person lost. That can be part of it. Это частично это так. Let's talk about your body though. Let's talk about your body. You have your muscles, right? Your Давайте muscles. поговорим о вашем, на And нашем you've теле. got your heart. У нас есть сердце, You've мышцы, got your lungs, легкие, right? And you've got your skills. и у вас есть навыки. What's the most important thing that your body has that makes you better or the best? Какая самая важная часть вашего тела, которая делает вас уникальным? Какая? The brain. You're right. So, Правда. Это правда. the single biggest factor in performance is not your heart, your lungs, your muscles. It's your brain and your central nervous system. Самый важный фактор в спортивных достижениях, не только вообще во всех, это мозг. So we started to do studies and look how do you get energy for your brain to work at its best. Поэтому очень важно знать, как сделать мозг наиболее эффективным, то есть как ему дать больше энергии, чтобы человек был на вершине своих возможностей. And they found that it builds up energy over 1 to 3 days. Чтобы мозг напитался энергией, ему нужно от 1 до 3 дней. So if you guys had a competition on a Saturday, Если у вас соревнования в субботу, you have to start to rest up Wednesday, Thursday, Friday, 3 days. Rest. нужно отдыхать 3 дня перед соревнованием. And they found Начиная со среды, всегда четверг, пятницу, чтобы в субботу быть на пике своих возможностей. if you think you can have top results by just getting a good night's sleep and resting on Friday, it's not enough. Недостаточно быть отдохнувшим только в пятницу. То есть выспаться хорошо покушать, быть спокойным только в один день. Нужно начать готовиться уже в среду, например, если соревнования. So we started to, so you remember that if you have competitions or you want to do good in anything, not just sports, Никаких мультиков после exams, вечера. mental or physical. Да, это касается и не только физических, но и умственных задач. So we take those Olympic athletes and we start to measure studies on training, what are the best methods for training and what are the best methods for recovery. На олимпийских спортсменах были проведены исследования, какие методы наилучшие для тренировки и для восстановления. Does that lady look strong? Как вам кажется, она сильная, эта девушка? What sport do you think she does? Какой это спорт, как по-вашему? Yeah. Nope. Нет. Winter sport. Это зимний спорт. Это зимний вид спорта. Нет, это бобслей. They have to push. The sled weighs Знаете бобслей, что такое? 600 kilos. Это когда 600 kilos. разогнать и потом по склону нести. So they have to be very strong. 600 600 kilos. Not 1,200 pounds. 500 килограмм. 580 kilos. Ну это да, это тяжелая техника. So when you start to get better in sport, when you start to get to better competition level in sport, it becomes the most important that you train really hard, but you also have to rest very hard. И чем дальше вы движетесь, развиваетесь в спорте, вы должны знать, что нужно очень много тренироваться, но очень важно отдыхать как следует. And when we measured in top athletes, if you're fatigued and you go to train, there is no training effect. Если вы устали, не выспались, и вы идете на тренировку, то ваша тренировка, ее эффективность снижается на значительные показатели. Your brain has to be rested and your muscles and heart and lungs have to be rested. И мозг должен быть отдохнувшим, и легкие, и мышцы должны отдыхать между тренировками. This is a statement I made. I said, when you're tired and fatigued all the time, you just get used to being tired. И большинство людей не знают, что такое отдыхать как следует, потому что люди все время находятся в состоянии усталости, они привыкают к нему, и кажется, что
что это нормально. So, Не досыпают, не отдыхают и думают, что это норма. so we started to look at what are those different things that are the biggest impact on training effect happening. Что же на самом деле влияет больше всего на тренировку, на эффект от тренировок? And most of them aren't the workouts that you do, the physical training, it's the recovery processes. И пришли к выводу ученые, что это не столько тренировка важна, сколько восстановление после And нее. there were huge differences between the brain and body systems like muscles and heart and lungs. И очень большая разница, как себя чувствует мозг и мышцы после тренировки. What do you think takes longer to recover, your brain or your muscles? Как вы считаете, что нужно дольше восстанавливать, мозг или мышцы, что быстрее восстанавливается? Brain takes almost twice as long to recover from maximum stress. Ну, года, в два раза дольше восстанавливается мозг, чем мышцы. So if you take very hard physical training and your muscles and your heart and lungs are tired and fatigued, they can recover on most cases at this age in about 24 hours. Если у вас была серьезная тренировка, то в молодом возрасте ваш организм, физическое тело восстановится за сутки, за 24 часа. Brain takes twice as long. А мозгу нужно 2 дня в вашем случае. И чем старше человек, тем дольше это для тела и для мозга. So there could be times when you come here to train and your muscles, heart, lungs are ready to train, but your brain is tired, or you could come here and it's the opposite. Your brain is ready to train and your muscles, heart, and lungs are too tired. Бывает так, что человек отдохнул физически, но не отдохнул, мозг не отдохнул. Или наоборот. То есть голова отдохнула, а тела нет. И то, и другое это плохо для тренировки. This is what not for younger athletes, mostly for older athletes, but you guys saw this the other day. When you guys want to train at a high level, those hormones have to be going up. And when you first wake up in the morning, those hormones are very low. And until you take some kind of glucose in your system, those hormones don't go up. So you have to start the day. Ребята, знаете, что такое гормоны? Да, все знают? Не все, наверное, да? Это такие вещества в организме, которые... Let me explain something. Those training hormones are those... Some guys don't get it. They don't know what hormones are. You have these body chemicals. Это такие химические вещества в организме, которые ответственны за силу. And your body puts those out, and it starts to go up at age 12 to 15. Biggest increase of your whole life. Вот, наверное, говорят, да, гормональный стресс у подростков. Слышали об этом? Вот 12 лет организм вырабатывает очень много этих веществ, начинает вырабатывать. И это самое эффективное время для развития тела и ума у человека. They continue to increase till age 23. До 23 лет это идет Male or female? подъем гормональный, который, почему это самое важное время для человека, это учеба, да, вот в это время все учатся, занимаются и достигают самых больших результатов, потому что эти гормоны, они ответственны за этот рост. Every year after age 23, they come down. А после 23 все идет на спад. This next part's for you parents. Да, это для родителей больше. At age 50, you have half those hormones that you had when you were 23. 50 лет человек всего 50% от тех гормонов, которые были в 23 года. At age 70, you have 10%. 70 лет 10%, поэтому бабушки у нас не такие шустрые, как у нас And at age 80, you have none. А 80 лет уже нет вообще гормонов у человека. You can all look forward to this. Да, это не очень радужная перспектива, но что делать? Поэтому надо давать железо, пока горячо. So how can we make sure that the central nervous system is ready for training and competing? Как же узнать, готовы ли мы соревноваться и тренироваться? Что делать? Как узнать, готов я к тренировке на 100%, на 50%? Как? А как? Просто отдохнуть дома, да? You need to rest at home. That's right, and especially sleep. Самое главное это что?
blood test. Sure. Yeah. Ну, это тоже, да. This is the science of this. This is like, what time do you guys go to school in the morning? Во сколько вы в школу идете утром? До скольки? 8 o'clock? 8 o'clock? Okay. This is, red is brain energy. Red is brain energy. Yeah. Красная – это та энергия в мозгу, которая вот присутствует на данный момент. This is brain energy levels when you wake up in the morning. Когда мы просыпаемся, ее вот такое количество. Maybe now you're at school. Потом через через час 15 уже ее больше. The brain reaches its highest energy levels starting at about 10 o'clock. 10 часов оптимальное, то есть самое большое количество энергии в мозгу. То есть мозг в самом таком своем... Ask if they ever feel tired when they first get to school. Sleepy, tired. Вы когда в школу приходите, как себя чувствуете? Энергично или так? No? Сонно. Yeah. Okay. Here's understands the same thing. This is in the morning when you're Это утром. maybe from 10 o'clock till lunchtime. С утра до обеда такая энергия вот присутствует в мозгу. То есть And that's чем больше вот окрашено, тем больше энергии, да. А после обеда все идет на спад. То есть после обеда это не очень эффективно. Вы все время после обеда тренируетесь или утром иногда тренируетесь? После обеда вот это, к сожалению, не самое лучшее время. Okay. I'm going to keep going. You guys, when you train, your muscles get sore. Как часто у вас болят мышцы после тренировки? Sometimes. When they don't train for a while. Yeah. When you А так, после каждой тренировки не болят? They don't get sore after every training. after your shake. Ага. Да. Yeah. Он говорит, что ты когда в форме, у тебя не болит ничего, да? When you haven't worked out yet. True. True. So this is a muscle fiber that's damaged. You can see. Это мышца, которая повреждена после тренировки. And there's a better one. This is your muscles when you're rested. Это мышцы, которые отдохнули. After medium workout. Это средняя тренировка. After very hard И workout. после серьезной тренировки мышцы очень повреждаются. All the repair for that happens at night when you're sleeping. И чтобы мышца зажила, и так она, то есть мышца она повреждена, она тогда растет. Но чтобы она зажила и была готова к следующей тренировке, что нужно? I'm going to skip. А как отдыхать? Поспать, правильно. Очень важно, если ты не выспался, мышца не зажила. I'm going to skip some. Stress. Do they get nervous ever before they compete? Джон спрашивает, вы волнуетесь, когда вы тренируете перед соревнованиями? Yeah. Here's a person, these are brain scans of people. Это сканированный мозг у человека, который спокоен. No stress. Нет стресса, у него нет стресса. That red is in the back of what keeps them breathing in alive. That's the brain stem. That's always lit up. Да, это всегда работает часть мозга, которая отвечает за дыхание. Stress. А вот мозг, когда он находится в стрессовой ситуации, когда вы переживаете, что тут видно? Видно, что много энергии поглощается впустую, да? Та энергия, которая бы пошла на соревнование, она расходуется до соревнований, и мозг как бы уже устает заранее, да? And there's high level stress on that, right? Да, и то, что вот видите в панике там написано, это вообще. То есть человек себя просто старается зажигать свою энергию. And when you're stressed, what happens to your performance? Когда вы в стрессе и когда вы волнуетесь, вы хорошо выступаете или как вы считаете? Хуже, да? Да. Your performance goes down. Goes down. That's the worst kind of stress. This is the stress, we have those studies from soldiers. Это вот стресс, который испытывают солдаты, когда возвращаются, у них такой синдром есть. So, how can we make the signal that for the brain to work over time, longer time? Strong signal.
Ну, what's that? The signal? Because if the signal's weak, they fatigue earlier, or they run out of brain energy. Ну как сделать, чтобы мозг отдыхал быстрее, чтобы сигналы из мозга к мышцам, которые без этого не получится никакой тренировки, ни серьезной, чтобы он дольше работал, не уставал. This is actually this is an example. Вот пример. Вот это люди, которые падают, они, скорее всего, они The guy in the lead. не расслаблены, они не отдохнули. This was Olympics final. Это финал Олимпийских игр. And the guy in the lead, all he had to do was land and get a full medal. And the fatigue was so high he collapsed and ended up getting no medal. Вот все, кто попадали, они, в общем-то, не смогли выдержать просто стресса от этого олимпийского. So this is the part of the brain you use when you do sport. The thinking part, blue. Вот часть мозга, которая отвечает за спорт. The green. Это часть первая, это мыслительная. Green is pre-movement. Зеленая часть, это которая отвечает and red is movement. за подготовку действия, красное это действие само. Since we've had boys and girls here, here's an interesting one. The wiring in brains of females is totally different from the wiring in males. Девочек и мальчиков. Вот посмотрите, как вам кажется, где мальчика мозг, где девочка? Tell the parents. You said the girls is red and the boys are... Yeah. По-разному работает тоже мозг, у девочек и мальчиков, да. And here's what they found from the studies. That reaction time of females is decreasing from 20 years on, getting slower and slower and slower. But да, и девочек после 20 лет начинается спад в скорости реакции. Мальчиков после... Boys, it plateaus, stays almost till age 50 at high. То есть у девочек скорость реакции падает после 20, а у мальчиков после 40. And in power sports, they're finding that the women are at much younger ages, getting medals and being at the best. Например, вот в этом, как это называется, тяжелой атлетике, девочки добиваются больших результатов только в юном возрасте, а во взрослом очень редко. These are reaction times. I'll put it up anyway. You guys. Это скорость реакции, которая... This is how we measure now with athletes. We have apps for their phones. Есть такие приложения в телефоне, которые помогают определить человеку самому, в какой он находится в форме, какая у него скорость реакции. So we can measure reaction time. Есть это вот приложение, и нужно просто реагировать на смену картинки и показывать, как ты отдохнул, какая у тебя скорость реакции сегодня, какая была вчера. Вот, и также скорость перехода сигналов от мозга к мышцам тоже есть. Приложение, которое вы можете использовать, чтобы следить за тем, в какой форме находитесь. Вот, например, вот нужно среагировать на изменение цвета с красного на зеленый, и потом в конце подводится итог, какая скорость реакции. Вот, мы, кстати, проверяли на тренере на вашем коллеге. Anyway, вот, на вас, Владимир, проверяли. Да. Without any science. У нас у всех скорость была 20 с чем-то, 2 секунд, 240, 230, а у олимпийских спортсменов скорость 181, 186 тысячная секунда. То есть нам всем еще... Did you explain what those are? Okay. И что касается, вы все молодые и очень здоровые ребята, но есть спортсмены, которые не соблюдают, они тренируются и все равно не соблюдают хороший, правильный образ жизни, и у них, если они не высыпаются, у них скорость реакции падает. С этих показателей
например, от усталости становится 231 тысячная, если человек не выспался, 246, то есть медикаменты, да, разница, один и тот же человек. Если он не поел, у него нет глюкозы в крови, у него уже 248 тысячных, а если он перед этим напился там пива или там вина или чего-то еще, то у него самая медленная случается скорость реакции 305 тысячных. Это вот одного того же человека, вот сколько факторов влияет на его возможности физические. This is the other one, the other test you can do. Поэтому, когда вы подрастете, и кто-то вас будет соблазнять чем-то нехорошим, вы помните. These are those first pictures of the inside of the brain circuits for sport. Это вот это те каналы, по которым идут сигналы от мозга к мышцам. Это вот мыслительная часть мозга. Maybe in judo you're looking for an opening for a throw. Например, в дзюдо вы ищете, да, как, куда... Or a mistake that your opponents can make. Какой возможность там? This is the part where the signals come to go to the muscles. Это вот первая часть, это вы смотрите только. Вторая часть, это мозг готовится к какому-то движению. Of all the movements in the human body, it all comes from this area of the brain. And 1/4 of this entire area is just for you to use your hands. That would be grip. Вот от всех этих вот связей, которые в мозгу протекают, 1/4 вот от этой вот прямоугольника, это то, что действует, посылает сигналы к рукам, частям рук. And inside the brain, here's those circuits for your hands. So you know grip strength is important in judo. Очень важна сила сжатия, да, в вашем виде спорта, да? It's important, yeah? Важно? Okay. In your brain, your thumb and this finger are on one circuit. Вот, и в мозгу, в этой части мозга, точки, которые ответственны за движение указательного и большого пальца. That's why people do this, can do this, right? Yeah. Then you have middle finger and ring finger and little finger. That's the whole circuit for grip strength. Вот это все отвечает за руку. So this is the other test on the phone for the phone apps. I can show you here. Okay. Есть еще одно приложение, которое тоже показывает, 10 seconds. You в take какой форме находится ваш мозг, и какая скорость связи между ним и движением. Ask how many people in here are right-handed. Кто правша? I should have asked. I have another one. How many people are left-handed? А кто левша? Okay. All right. So you take this phone app. I can say this. Берешь приложение. You have much more brain circuits and wiring on your power side or your right side if you're right-handed. Если у вас правая сторона сильнее, то гораздо больше окончаний в мозгу с правой стороны у вас развито. So we can take and we can do these tests where you have to put the phone here and you put 3 fingers here and your thumb on the other side of the phone. Okay? So all the other fingers have to be down. And then you go 10 seconds, as many as you can in 10 seconds. Нужно опустить руку и потом за 10 секунд как можно чаще указательным пальцем по экрану ударить. И который не спал. This is a person that slept 8 hours. This is a person no sleep. Look at the changes in the brain. Видите, да, какая разница в кровотоке. And that's one of the biggest reasons. That's one of the biggest reasons why the next day when you're doing sport you're so slow or you can't react. И если не выспался человек, на второй день у него медленная реакция, он вообще все медленно делает. Во сколько вы ложитесь спать? Встаешь во сколько? Сколько человеку нужно, чтобы выспаться? 8-10 часов. У вас получается, да, у большинства? Кто-то сказал 12, что-то я сомневаюсь, что этот человек хорошо отдыхает. 12 скажите. И хорошо отдыхает. А тогда почему 12 скажите? We did some studies. We did studies on our junior athletes
So they're not much older than you, age 12, 13, 14, 15, 16, 12 to 16 years old. Делался такое тестирование, проводилось молодых людей, подростков, и у них в среднем 6 часов 40 минут они спят. The average was 6:40. Then we started looking at our Olympic athletes. And in our Olympic group, the Olympic athletes averaged only 6:30. А средний олимпийский спортсмен спит, ну вот как в жизни, 6:30. And those the study was what time they went to bed, what time they fell asleep, what time they woke, and how many hours of total sleep they got. Но это не только когда ты пошел спать, а сколько ты часов при этом спал. А если ты пошел спать, а потом ты стал играть в игру, то это не считается. Top training athletes, by the time they're Olympic athletes or professional athletes, should be sleeping 9 hours plus. Да, но 8 часов это минимум. И this is the difference between 8 hours of sleep and 6 hours of sleep and your brain energy levels. вот тут видно, что те люди, которые спали 8 часов, у них было гораздо больше энергии мозга, чем у тех, кто спал 6 часов. 8 hours of sleep. И вот диаграмма внизу показывает. This is brain energy levels morning, lunchtime, nighttime. То есть люди, которые выспались, у них во много-много раз энергии больше не только утром, но и днем, и вечером. А те, кто спали 6 часов, у них утром еще какая-то есть энергия, после обеда уже меньше, а к вечеру они очень сильно устают. So you can see if you get 8 hours of sleep, it goes down, energy goes down gradually. То есть 8 часов это заряд на целый день, и энергия снижается постепенно. А кто спал мало, то энергия очень сильно снижается к вечеру. If you get 6 hours of sleep, it's lower to start, but it goes down gradually till lunchtime. But from lunchtime till the end of the day, it goes down very fast. Okay. This is the same thing. This is energy levels 9 o'clock in the morning, noontime, 4 o'clock, 7 o'clock. Да, это то же самое, только в разное время суток, да, очень сильно. This is a study they did with taking a nap after lunch. Да, и очень полезно, как вы думаете, что сделать днем очень полезно, если устал? 30 minutes. Поспать, а сколько? 30 minutes. 2 часа? 20. This is 30 minutes. Не угадал, пока никто. Нет, еще какие варианты? 20 минут. 20 to 30. Правильно. От 20 до 30 минут. А почему? Правильно, да. Do you know why you don't take long naps during the day? Okay. So that you don't go deeper. Потому что если очень сильно долго спать, уже погружаешься в глубокий сон, и потом очень долго нужно времени, чтобы проснуться. Понятно, да? 20-30 минут поспал, отлично. Ask if they have tournaments that last all day long. У вас есть какие-нибудь соревнования, которые длятся целый день? Yeah? Okay. So when you have a chance to take a break and you can take 20-30 minute rest. Если есть шанс, то обязательно нужно стараться отдохнуть во время этого долгого дня и подремать. Alertness levels come back 30%. На 30% повышается скорость реакции. So now I'm going to show something about sleep. While you're sleeping, the brain goes into a state where there's very, very interesting brain waves. Когда мы спим, у нас мозг идет через череду очень интересных всяких колебаний. It's called REM. Называется вот эти вот большие вот амплитуды колебания называются REM. Сон REM. That's somebody when they're in REM sleep. Вот человек, который погружен в этот глубокий сон. So when you're awake and you fall asleep, here you're awake. Вот вы бодрствуете. Maybe 20 or 30 minutes you fall asleep. Потом 20 минут засыпаете. And then you're in deep sleep. А потом погружаетесь в Then глубокий you сон. start to get REM. И тогда как раз наступает этот самый глубокий полезный сон, во время которого вы
Запоминайте движение, информацию, все, что с вами произошло за And день. in a whole night of sleep, if you slept 8 hours, maybe you get 4 to 5 times REM. Если 8 часов спали, то, может быть, у вас такого глубокого сна будет 4-5 часов. That's when all the body repairs and brain repairs. Это когда восстанавливается и тело, и мозг. And for you, that's when you grow. И это как раз то время, когда вы что делаете? Растете. То есть, если вы не спите, то вы плохо растете. И в мышцах, и в косточках, и во всем. Most of training effect doesn't happen when you do workouts. It happens at night when you're asleep. Вот большинство эффекта тренировок достигается именно во сне. So let's just say you just had a great physical workout. Вот сегодня, например, вы замечательно потренировались, And tonight when you go to sleep, your body releases that human growth hormone. и ночью начинает вырабатываться гормон человеческого роста. And training effect takes place. И тогда достигается эффект от вашей тренировки. Also, you repair all the damage to your body. И также заживают мышцы. All that damage has to be repaired every night. И каждую ночь это должно происходить. So, here's the first 2 times that you go into the realm is when you release that human growth hormone. Именно вот первые 2 часа, 2 фазы глубокого сна, когда у вас This is how babies grow. вы растете. When babies come home from the hospital, they weigh 6 pounds. They weigh, what, 2-3 kilograms. Вот как детки растут, когда они Then приходят, they grow and grow. And they sleep all the time. It's the same thing when you're young and you want to be a good sportsman. Sleep is the best thing you have. It happens about 90 to 120 minutes after you fall asleep. Где-то через час, через 2, вы засыпаете, это начинается этот процесс. So this is an example of how important sleep is for athletes. Вот как важно это для спортсменов, посмотрите. When you do hard physical work, you release that same hormone, human growth hormone. Когда вы тренируетесь очень интенсивно, у вас вырабатывается гормон человеческого роста. Here's a young athlete training twice a day. Вот человек тренируется дважды в день. This is a morning workout. Это утренняя They тренировка. release, when you do physical work, you release that human growth hormone. Here's an afternoon workout. А это после обеда. Второй раз вырабатывается. Here's the nighttime release of human growth hormone. Посмотрите, какая разница. Днем на чуть-чуть, да, выработка гормона поднялась. После обеда чуть-чуть. Посмотрите, что происходит ночью. The single biggest thing that happens in a human body in 24 hours is the nighttime release of human growth hormone. Поэтому вот очень раньше этого не... Хотя, вы знаете, я от себя скажу, когда я была маленькая, и моя бабушка говорила, если не будешь спать, не вырастешь, без всякой науки. Вот наука это теперь доказала. So I used an example from a young athlete in Finland. Вот это финские исследования, молодые спортсмены из Финляндии. This athlete was a lifter. Он был тяжеловесным. So his normal bedtime was 10 o'clock at night. Он ложился спать в 10, And he would как usually sleep till 6 o'clock in the morning. просыпался в 6. That's 8 hours of sleep. So here's the human growth hormone when he goes to bed at 10 o'clock is normal bedtime. Вот как у него, какая шкала была выработки этого гормона ночью, когда он ложился, каждый раз в 10, просыпался в 6. All night. Repairing, gaining and training effect, getting stronger, Становится сильнее и так далее, да? brain repair, body repair, Все восстанавливалось, мозг и тело. and also still growing. Then this is the same guy 2 nights later, he goes to bed 2 hours later. И потом взяли его, протестировали, когда он лег спать на 2 часа позже. То есть у него был режим 10 и 6. И он лег в один день в 12. И посмотрите, какая разница. То есть эта смена режима привела к тому, что у него гормон этот перестал вырабатываться вообще полностью. Поэтому очень важно соблюдать очень строгий режим сна. While you're asleep, any skill you practice integrates Все with навыки, the которые вы movement приобретаете memory part of the brain. в части мозга, ответственной за движение, они во время сна у вас закрепляются. So maybe you're practicing throws, Если вы там броски отрабатываете, and you do a throw 15, 20, 30 times делайте это, over and over. повторяете во время тренировки. But it doesn't integrate with the movement part of the brain
Но это не откладывается в мозгу во время тренировки. At night when you're in REM sleep, it integrates with Это movement memory. происходит отложение, то есть это запоминается именно во время ночи, во время сна. И это, кстати, не только касается спорта, это и касается всех предметов школьных, то же самое. You can just read this. Когда человек приобретает новый навык, то он не улучшается, пока он не выспится как следует. 8 часов сна необходимо. Okay, I'm going to open up for questions. That's it, what? I'm not gonna- Еще один момент, что касается другого аспекта. Какие вы еще знаете аспекты тренировок, восстановления после тренировок, которые очень важны? Ну, про сон мы поговорили. Что еще? А как нужно питаться после тренировки или до тренировки? Что нужно делать? He said that before the training you have to eat something light, and after training you have to eat meat. А когда? Когда после тренировки? Now we have to eat meat. Какие мнения? Ты что хочешь сказать? А потом? You said you can't eat after the training because the heart will be too hard, too fast. When you finish training, you should take a softer kind of protein. Ты как думаешь? Some fast carbs. You need some carbs, but you also need an easier form of protein. More like a liquid form of, no, after. Before you can have some easy carbs. Правильно ты говоришь, что перед тренировкой нужно есть легкие углеводы. Каши, как ты говоришь, да, макароны. Thick bars. Thick bars. Там, допустим, батончик есть. Dry. С сухофруктами, есть с жиром, да. Сухофрукты, да. Ну, все что-то с глюкозой, знаете, эти напитки есть с глюкозой, спортивные. Well, I'd like to show something now. А потом? I want to show something. After training, they need like a whey protein. После тренировки сразу, еще в раздевалке, нужно употребить легкий протеин. Что такое легкий протеин? Жидкий протеин. Йогурт. Йогурт, например. Milk, yogurt. Кто любит молоко, или там, сейчас не все могут пить, кто может пить молоко, там, даже